Бывало ли у вас такое, что, выполняя какую-либо задачу, вы вдруг неожиданно врезались в невидимую преграду? Все шло наперекосяк, и вы сами не понимали, в чем же дело. И у вас тут же возникал вопрос: а может, это не мое, и мне не стоит этого делать? Или же вы говорили себе: это же я же невезучий. А после этого, вновь предпринимая очередную попытку, все заканчивалось вашей цитатой: ну я же говорил. В сегодняшнем ролике я расскажу вам о простой и, самое главное, эффективной технике, которая поможет вам вытащить свои ограничивающие убеждения из собственного подсознания, которые, как глубоко засевшая заноза, мешают вам жить полноценной и счастливой жизнью. С вами Анна, и вы на канале Не Психология. Давайте же вытащим эту занозу из вашего подсознания. В конце первого урока я пообещала вам, что во втором уроке мы таки обсудим то, как заменять ограничивающие убеждения на расширяющие и вдохновляющие. Однако я сделала одно небольшое упущение. Для того, чтобы заменить старые убеждения на новые, необходимо сначала четко выявить и определить наши ограничения. И я вдруг осознала, что должна предоставить вам больше информации для достижения этой цели. Скажем так, не у каждого человека ограничивающие установки лежат на поверхности. Кому-то необходимо копнуть глубже для того, чтобы их вытащить. Поэтому второй урок будет также посвящен ограничивающим негативным установкам, а точнее тому, как их выяснить. Тем, кто уже вытащил из своего подсознания этих тараканов, также будет полезен этот урок, так как техника, которую я предложу, может помочь вам выявить самых страшных своих таракашек, которые сидят так глубоко, что вы, возможно, и не догадываетесь об их существовании. Итак, нам необходимо выманить всех наших глубоко засевших тараканов негатива наружу. Что мы будем для этого делать? Да, кому-то из вас это может показаться ужасно сложным и даже невероятным. Однако в действительности это не так уж и трудно. А вот если вы отнеслись к моей последней фразе скептически, так как считаете, что не сможете выявить свои ограничения, сколько бы ни пытались, да и вообще никто не в силах вам с этим помочь, тогда поздравляю! Можете открыть свою тетрадочку и записать туда свое первое ограничивающее убеждение, сформулировав его следующим образом: никто не в силах мне помочь, в том числе и я сам. Суть метода выявления собственных ограничивающих установок, который я хочу вам предложить, а точнее первой его части, заключается в следующем: начните себя слушать. Анна, но я слушаю себя каждый день, я что, по-вашему, глухой, чтобы не слышать собственной речи? Все бы так, да не так. Дело в том, что слушать вам необходимо не столько то, что слетает с ваших уст, сколько то, что с них не слетает. О чем я? Конечно же, о ваших мыслях и размышлениях. Ежедневно, когда мы совершаем какие-то жизненно-бытовые моменты, наше сознание производит активный диалог с нашим подсознанием. Однако обычно мы его не слышим, так как он для нас идет просто в фоновом режиме. Сейчас же вашей задачей будет прибавить громкость этого диалога на максимум. Что это значит? Просто сконцентрируйте часть своего внимания на собственных мыслях, и уж тем более на фразах, которые вы сами себе говорите. Начните отслеживать свои обычные жизненные ситуации, включив режим осознанной некомпетентности. Отслеживайте свое поведение, слова, которые вы говорите себе в отношении самого себя, денег, отношений и здоровья. Здесь важно абсолютно любое ваше времяпрепровождение. Когда вы просыпаетесь в рабочее утро, в утро выходного дня, когда вы работаете, заканчиваете рабочий день, общаетесь с кем-то на тему финансов, когда вы ожидаете зарплату, когда получаете ее, когда вы принимаете какие-то важные решения, когда идете в магазин, находитесь там, а также после совершения покупок. Какие чувства вы ощущаете? Что ваше подсознание говорит вашему сознанию? Когда вы ужинаете, завтракаете, общаетесь, едете за покупками, готовите, убираетесь, ругаетесь, миритесь со своей второй половинкой. Дома, в гостях, в ресторане, везде. Если у вас нет второй половинки, то какие мысли вас посещают в отношении самого себя? А также в те мгновения, когда вы думаете о том, что хотели бы начать с кем-то встречаться. Когда вы чувствуете себя плохо, когда у вас нет энергии, когда вы приболели, не выспались и так далее. Просто начните отслеживать свои мысли, свои ощущения, эмоции и, конечно же, слова. Только не поймите меня, пожалуйста, превратно. Я не хочу, чтобы вы стали зомби, которые все время будут зависать в собственных мыслях и забывать обо всем на свете.
Нет, просто постарайтесь начать уделять своим мыслям больше внимания, чем прежде. Ведь когда в саду начинают гибнуть растения, это является следствием того, что в саду появились вредители, так? И для того, чтобы понять, какую отраву купить, нам необходимо обнаружить и узнать, каков вид этих вредителей. И для этого мы же не станем садиться на скамейку одного кустика и смотреть в одно и то же место весь день. Мы просто занимаемся поливом, прополкой нашего сада и другими привычными делами. При этом просто сфокусировав часть своего внимания на вредителях. И уж поверьте, очень скоро мы застукаем их с поличным. Ваши ограничивающие убеждения точно так же в скором времени дадут о себе знать. Просто начните наблюдать за собой. Прибавьте громкость своего внутреннего диалога, который обычно слышен вам как фоновый шум. В первые дни вам может показаться, что это очень сложно, но спешу вас уверить, что с каждым днем вам будет становиться все легче и легче. Еще один небольшой совет. Как правило, наши ограничивающие убеждения особенно проявляются в мгновение негатива. Так что в моменты, когда вы пребываете в плохом расположении духа, настроения или состояния, слушайте себя особенно внимательно. Вторая часть метода выявления ограничивающих установок заключается в том, чтобы вы хорошенько подумали и вспомнили, какое положение в семье вы занимали, пока росли. Да, снова отсылочка к детству. Но, как мы с вами уже выяснили на прошлом уроке, большинство наших убеждений как раз формируется в юном возрасте. Итак, подумайте, какое положение в семье вы занимали, будучи ребенком. Например, вы были в семье самым младшим, третьим или четвертым ребенком, потому ваше мнение никогда не имело веса. И теперь, возможно, вы идете по жизни с установкой «Мое мнение никому не важно, я никому не нужен». Или же, напротив, вы были старшим ребенком в семье, и родители больше внимания уделяли вашему менее самостоятельному брату или сестре. И сейчас вы продолжаете смотреть на мир с негативным убеждением «я хуже остальных». Или, возможно, в детстве вам приходилось ухаживать за больным родителем, за бабушкой или дедушкой. Поэтому у вас сформировалась установка: сначала мне нужно заботиться обо всех остальных, а лишь в последнюю очередь думать о себе. Такая установка очень коварная и противоречива. Ведь для того, чтобы ты смог позаботиться о ком-либо, прежде ты должен позаботиться о самом себе, не так ли? Вспомните, даже в самолетах перед полетом бортпроводник напоминает нам о необходимости надеть кислородную маску сначала на себя, а лишь потом на ребенка. Тут вариантов развития событий может быть очень много, так что вспомните, какое положение вы занимали в семье, пока росли, и подумайте, какие ограничения это могло наложить на вашу жизнь. И вот еще что не менее важно. Старайтесь записывать мысли, которые оказали на вас особое воздействие. Ну, вы понимаете, да? Это то чувство, когда вы вдруг нашли того самого червя, который слопал половину яблок из вашего погреба. И вы говорите: ах, вот он ты какой, а ну-ка иди сюда, паразит ты этакий. И вот именно такие бинго вам и необходимо запечатлеть в тетради. И в следующих нескольких уроках мы как раз будем от них избавляться и заряжаться новыми, белыми и пушистыми. Сначала мы проведем практическое занятие, а потом еще подкрепим нашу проработку медитации по смене убеждений. Если вдруг у вас возникнут затруднения с определением ваших ограничивающих убеждений, то не стесняйтесь написать об этом в комментариях, описав свой опыт детства. Будем решать это затруднение все вместе. Ведь мы же команда. И да, кстати, я также на собственном опыте знаю, что иногда нам просто недостаточно фантазии, чтобы понять и вычислить все свои ограничивающие установки. Поэтому в конце ролика я оставлю для вас несколько пометок с наиболее распространенными ограничивающими убеждениями и метафорами. А теперь самая любимая моя часть – домашнее задание. Сама я обожаю делать домашние задания, ведь именно в этот момент я имею возможность высвободить всю свою потрясающую творческую конструктивную энергию. И именно выполняя домашние задания, я расту, превращаясь из студента в мастера. Надеюсь, вы также относитесь к домашним заданиям, потому что жизнь очень любит пчелок и всячески им содействует. Итак, ваше задание на ближайшую неделю. Как можно тщательнее отслеживайте свои мысли, слова, эмоции и ощущения. Ну, при этом, конечно, не забывайте жить. Вторым заданием будет следующее. Вспомните, какое положение в семье вы занимали, пока росли. Какой отпечаток это могло произвести на вашу нынешнюю жизнь. Далее,
Записывайте и анализируйте мысли, которые показались вам особенно интересными, а главное, по вашему ощущению, противоречащими мышлению изобилия. Это и будут ваши ограничивающие установки. И четвертым заданием я хотела бы попросить вас ответить на очень важный вопрос. Почему вы здесь? Почему именно вы хотите изменить свое мышление? Почему вы хотите обрести изобилие в жизни? Например, я хочу обрести изобилие в жизни, чтобы купить большой красивый дом на берегу моря или в горах. Ведь я достоин самой лучшей жизни. Ведь тогда я смогу построить в одной из комнат тренажерный зал или собственную библиотеку. А еще я смогу приглашать к себе родных и друзей и делиться с ними своей радостью. Или я хочу красивую новую машину, может быть даже с личным водителем. Ведь это будет экономить мне кучу времени и сил. Я хочу больше путешествовать, чтобы наслаждаться прекрасными видами и вдохновляться. Я желаю иметь больше здоровья и энергии, чтобы чувствовать себя превосходно и больше успевать. Я очень хочу иметь прекрасные, полные взаимопонимания отношения, потому что так моя жизнь станет очень счастливой и гармоничной. Я хочу жить в изобилии, чтобы иметь возможность делиться своими богатствами с другими людьми, чтобы помогать тем, кому сейчас тяжело. Здесь очень много вариантов. Хорошенько подумайте о том, чего вы действительно хотите. Запишите эти причины и поясните их. Чем больше причин для прохождения этого курса вы найдете, тем больше вероятность, что вы доведете дело до конца и обретете ту жизнь, о которой всегда мечтали. Как и обещала, далее оставляю для вас пометки с примерами ограничивающих убеждений. С вами была Анна, ваш друг, помощник и проводник на пути изобилия. Всех люблю, всех обнимаю. Пока!